Друзья, меня не перестают удивлять, не в хорошем смысле этого слова, все те детские банальные ошибки, которые до сих пор совершают мужчины в отношениях с девушкой. А потом сами же от этого и страдают. Хотя информации на моем канале предостаточно для того, чтобы уже перестать плыть по течению, стать хозяином своей жизни, хозяином отношений в том числе. Я решил поделиться этими мыслями, так как тот сценарий, о котором я сейчас расскажу, проходят, проживают 9 из 10 мужчин, сами того не осознавая. И вот этот вот факт никак не может оставить меня равнодушным. Это видео для тех немногих умных мужчин, которые имеют такую опцию, возможность анализировать, думать или хотят прийти к ней, которые хотят обрести эту способность выводить отношения с любой девушкой на качественно новый, эффективный уровень. Познакомились на тусовке у знакомого 5 лет назад. Я был веселым, общительным, много друзей. Душа компании, в общем. В итоге закрутилась и завертелась. Подразумевается отношения. И даже вот по этим двум словам закрутилась, завертелась. Виден твой взгляд на отношения в принципе. То есть для тебя это что-то непонятное, неизведанное. То, что не поддается контролю, оно само начинается как-то, само заканчивается, непонятно почему. И на самом-то деле так мыслит большинство мужчин. То есть ты не являешься хозяином своей жизни в этот момент, ты не прогнозируешь ситуацию, не прогнозируешь свое будущее, ты не имеешь такой опции. Ты не имеешь права на самом-то деле создавать отношения, вступать в них, потому что ты банально к ним не готов. Она изначально была влюблена безумно в меня. Приезжала сама, искала встречи постоянно. Я тоже не скрывал своих чувств. А разве это хорошо? Кто-то из вас может подумать, что это же классно, чувство, влюбленность. Хорошо, женщине мы можем это простить. Так она устроена, это ее суть. Но позволять себе, мужчине, нырять в этот омут с головой, передавать весь контроль за ваше будущее на плечи эмоциональной, непостоянной, молодой девушки? О чем ты думал? Ты же испытал свои чувства. И то, что девушка безумно в тебя влюблена в самом начале, это на самом-то деле не есть хорошо. Это нездоровая история. И мужчина, который анализирует, который присматривается, он этот факт сразу заметит. Очевидно, что чем выше этот гормональный буст в самом начале, тем мощнее будет провал. И начинать отношения с подобных горок, понятно, какие они будут. Ругались часто, я пытался ее воспитывать. Конечно, что еще делать, как не воспитывать женщину? Вот тебе заняться больше нечем. У тебя есть цель, у тебя есть какое-то стремление, работа, бизнес, увлечение. Даже если было, теперь твое увлечение – это воспитание проблемной девушки, которую ты сам себе выбрал. Точнее, даже не выбрал, а оно само как-то закрутилось, завертелось, по твоим словам. А наличие ругани, конфликтов, ссор – это свидетельствует как раз-таки о твоей слабой позиции. Поскольку отношения ты не контролировал, свои эмоции ты не контролировал, чему удивляться? Все закономерно. Этот сценарий проходят многие. Я думаю, кто-то из вас узнает себя. Говорил как лучше, что меня не устраивает. В общем, открылся. Во-первых, говорить то, что тебя не устраивает, тоже нужно правильно. Если ты, находясь в слабой позиции, где девушка не испытывает к тебе уже тех первоначальных сильных эмоций, то сделать какие-то заявления, приказы – это неэффективная стратегия. Это всегда будет приводить к ссорам. Собственно, как оно и происходит. Через 2,5 года отношений она забеременела. Я не ожидал этого. Конечно, ты не ожидал. Как и не ожидал, что отношения завяжутся. Как и не ожидал, что будут ссоры. Вот так ты и живешь. Те события, которые происходят, они не зависят от тебя. Вот об этом тебе нужно задуматься. Как стать хозяином своей жизни? Как научиться стратегически мыслить? Это фундаментальные вещи. Без них ты как вот этот шарик, в пустыне, перекати поле. Куда ветер подул, туда ты покатился. Отношения завязались. Классно, хорошо. Забеременела, я не ожидал. Ладно.
Но быстро взял себя в руки, и мы решили рожать. Пока она была беременна, я меньше скандалил, стал более спокойным. А куда тебе деваться? Понятно, что баланс значимости ты проварил. Все. Груз ответственности, заботы. Этого ты хотел? Вот, пожалуйста. Родился сын, стали жить у ее бабушки. Понимаю, что это ошибка. Ну, если рассматривать в контексте влияния на баланс значимости, то, конечно же, в идеале, чтобы девушка всегда жила на твоей территории. Это будет правильно. И вообще в целом, чем больше она от тебя зависит, в том числе в финансовом аспекте, тем лучше. Как показывает практика, такие союзы, такие браки, они более крепкие, более долговечные. И там более легко работать с реанимацией отношений. То есть восстановить этот баланс, да, где мужчина займет настоящую, честную, экологичную, сильную позицию. Работал на 2 работах. Денег было немного, но хватало. По выходным ездили на дачу, гуляли, общались в основном с моими друзьями. Так, в 2020 году начал отпускать ее гулять с подругами. Оказались давалки местные. А сам сидел с ребенком. Ну, я так подозреваю, что здесь ты обманываешь и меня, и себя, то, что ты ее начал отпускать. На самом деле у тебя не было выбора. Она тебя просто ставила в известность, что я иду с подругами. А когда ты узнал, что это, типа давалки местные, ты что-то сделал? Подозреваю, что нет. Потому что все, ты в капкане. Понятно, что и отсюда есть выход. Но готов ли ты к нему, если тебя так легко ввязать в любую авантюру? В сентябре прошлого года она гуляла с подругами, и с ними познакомились парни. Один из них залип на нее. У них началось вялое общение, и в декабре она начала изменять мне. Я узнал об этом 2 января 2022 года. Начал жутко оленить. Ну и до сих пор периодически оленю. Но это закономерный финал. Ты потерял сильную позицию в ходе неправильного поведения, совершения множества ошибок в силу непонимания механики. Плюс девушка непригодна. Да, хотя на начальном этапе этот факт ты мог также выявить легко и просто. Ну и период, когда девушка рожает, да, у вас появляется ребенок, это очень такой сложный период для мужчины. И по статистике очень много ситуаций, когда именно в этот период мужчины проваливают баланс. Потому что нужно больше ухаживать за женщиной, нужно вкладываться, нужно заботиться, какие-то обязанности брать и так далее. А для женского подсознания ей не важно, что ты это делаешь ради вашего будущего, ради ребенка. Оно фиксирует это как то, что ты прогибаешься, а значит слабый. Ну, я сейчас говорю о проблемных и непригодных женщинах. Поэтому очень важно выбирать спутницу жизни, с которой ты хочешь создавать семью, рожать детей. Выбирать ее очень ответственно. Не прыгать в омут с головой в любую красотулю, которая в тебя без памяти влюбилась. А изначально присматриваться, да, задавать правильные вопросы. Здесь же девушка просто выполнила свою инстинктивную программу, а то, что у нее сидело внутри, вот эта ее проблемная сущность, она никуда не делась. Программу она выполнила, все, можно идти гулять дальше, искать вот этот дофаминчик, да, вот эти гормоны удовольствия искать. Эмоций-то ты уже не даешь. Ты уже встал на ее роль, на роль жены, и сидишь, нянчишься дома с детьми. А эмоций-то хочется. Поэтому здесь для меня лично неудивительный финал. Бывшая теперь уже девушка разрешает видеться с сыном и общаться со мной за спиной своего нового хахаля. Я за последний месяц съехал от нее. Пошел в спортзал, на бокс, читаю книги, работаю. А вот здесь молодец, здесь все делаешь правильно. Потому что для того, чтобы занизить баланс, спорт, работа, какая-то цель, которую ты можешь достигать, это все очень хорошо работает. Также очень рекомендую съездить куда-то, сменить обстановку, отдохнуть в незнакомое тебе место. Так ты заполнишь новыми эмоциями все те переживания, которые у тебя сейчас имеются. Ну, не все, конечно, этого недостаточно, но это один из эффективных шагов. Внутри очень тяжело. Понимаю, что баланс завалил очень давно. Хотя бы понимание, если у тебя это есть, но это на самом деле, я считаю, что очень ценно. Если у тебя есть эти мысли, то значит есть чем работать.
Хочу его вернуть. Ну, баланс значимости подразумевается. Знаю, что девушка непригодная, не учится, не работает. Я ее содержал фактически. Но я сразу знал, с кем создаю отношения. А вот здесь похоже, что ты оправдываешь свою слабость. Что значит знал? Ты добровольно шел на страдания? А здесь вопросы. Да? То есть ты говоришь, что я потакал своей страсти, своей похоти, своему желанию. Неужели тебя не посещали мысли, что все закончится плохо? Ну, давай признаемся себе. Я думаю, посещали. И не раз. И чем дальше, тем больше они тебя посещали. А соскочить-то уже не получается. А уже вовлекся. А уже ребенок. Ну, а чтобы вернуть баланс значимости, исходя из конкретного этого случая, быстро здесь не получится. Во-первых, ситуация запущена. Во-вторых, есть дети, да, связующие нити, которые разорвать не получится. Да, мы не можем реанимировать эмоции к тебе быстро, находясь внутри отношений. Поэтому в данной ситуации, конечно же, подходит стратегия дистанцирования, где мы продолжаем общаться, но исключительно по, соответственно, детям. Мы не вступаем ни в какие диалоги относительно отношений, мы не помогаем конкретно данной девушке в чем-то, поменять резину на автомобиле или подвести ее куда-то, отвезти. То есть все, что касаемо ребенка, да, окей. Также требуется правильно себя вести, правильная модель поведения, правильная модель общения для того, чтобы у женщины начало зарождаться вот это чувство ностальгии, чувство потери, что ты как будто ускользаешь от нее, она тебя теряет, а это чувство будет зарождаться. Но, опять же, нужны определенные действия, которые в каждой ситуации индивидуальные, универсальной линии поведения не существует. Поэтому то, что она разрешает тебе хотя бы видеться с сыном, это уже хорошо. Потому что я считаю, что лучше быть приходящим отцом, но показывать и демонстрировать адекватное, здоровое отношение и к матери, и к самому ребенку, чем находиться внутри этих отношений, терпеть постоянно эти ссоры, конфликты, измены. И ребенок бы все это видел. Ну, я думаю, ты понимаешь, с какими травмами он бы вырос. Что касаемо прогноза относительно данной барышни, что у нее там будет с этим новым парнем, новым ухажером, с тем, кому она испытала эти эмоции, как к тебе когда-то, здесь будет абсолютно тот же сценарий. Невозможно поддерживать, подпитывать эти эмоции на протяжении долгого времени. Этот парень так же, как 90%, провалит баланс. Она потеряет интерес. И вот здесь уже, если мы будем правильно придерживаться определенной тактики, и вот здесь у нее начнет вырабатываться к нам нужные эмоции. Но опять же, нужно ли тебе это? Как ты говоришь, я знаю, с кем создаю отношения. То есть ты потенциально знал, что она будет изменять. Подсознательно. Ну, тебе с этим жить. Но я все-таки рекомендую образумиться, найти в себе силы все это осознать, принять и двигаться дальше. И выбирать уже не эмоциями, да, не женской моделью поведения, а все-таки включать мозг и смотреть на вещи объективно. Именно это залог успеха. Именно это гарант сильной позиции. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео. Уверен, оно было полезным. И каждый для себя сделал какие-то выводы. Скоро увидимся.